Друзья, всем привет! Меня зовут Таня, вы на канале «Сейчас расскажу», и мы в потрясающем городе Бангкоке. Бангкок признан самым посещаемым городом мира в 2023 году, а теперь посетим его и мы с вами. Это очень страшно, я очень напугана. К югу от Большого дворца и храма Изумрудного Будды находится храм Wat Po. Известен он прежде всего своей статуей лежачего Будды. Она по-настоящему огромна. В длину 46 метров, в высоту 15. Заснять ее целиком не получается даже очень опытных фотографов, потому что она настолько огромна. Влезает обычно в кадр ее громадная голова, которая составляет 15 метров в длину. Стоимость для посещения данного храма составляет 300 бат. И не забывайте про одежду. Я, как всегда, одета неправильно. Сейчас мы с вами едем по историческому центру Бангкока. Называется он Ратанакаси и находится в излучине реки. Изначально, когда здесь не было Бангкока, сам вообще Бангкок, он состоит из нескольких прошлых, грубо говоря, столиц Таиланда. Происходила война, столица опустошалась, приходил новый правитель и строил новую столицу. Потом, впоследствии, все они были объединены и теперь являются районами Бангкока, столицы Таиланда. Вот сейчас мы находимся в Ратанакаси, которая считается историческим центром Бангкока. Немного истории о том, как вообще происходила застройка этой земли. Не секрет, что в Сиаме постоянно происходили войны между Камбоджей, Вьетнамом, Бирмой, ну и, соответственно, Таиландом. То есть постоянно проходили военные какие-то завоевания, а впоследствии сюда уже пришли европейцы. И французы заняли, например, Камбоджу, британцы заняли Бирму, а тайский король, основатель ныне правящей династии, понял, что нужно что-то делать, как-то защититься. И так как новая столица была чисто географически не защищена, с одной стороны проходила река, но остальные стороны были открыты, он начал рытье каналов. Каналы обеспечили труднодоступность к столице современного Таиланда. Таким образом, он как бы попытался отгородиться от европейских завоевателей. Ну и, как мы знаем из истории, опять же, европейцам так и не удалось взять в свои руки Таиланд, как это случилось с Камбоджей и Бирмой, и многими другими азиатскими странами. Сегодня многие ошибочно полагают, что старый город находится на острове, но нет, это совершенно не остров. Он только с одной стороны окружен естественным водоемом, со всех остальных сторон это каналы. И прямо сейчас мы едем на такую своеобразную водную экскурсию, мы отправимся осмотреть старый район с воды, то есть сядем в лодку, поедем и посмотрим все современные локации и древние исторические достопримечательности, но уже с воды. Итак, друзья, мы с вами сели в лодку и сейчас плывем по реке, которая, собственно, и протекает через весь Бангкок, в излучине которой находится старая столица, старый Бангкок. Но я вам должна сказать, что здесь же находится еще и другая старая столица. Она находится с другого берега, это Танбури. Основана она была королем, который смог воссоздать весь Таиланд после того, как он проиграл в сокрушительной битве с Бирмой. Проплывать мы будем через основные достопримечательности. Немножечко о ценах. Стоимость проезда на этой лодке, если это часовая экскурсия, составляет 1000 бат. Полуторачасовая составляет 1500 бат. Ну и, соответственно, если вы планируете 2 часа, 2000 бат. Что я вам должна сказать? Можно торговаться. Они сначала это делают неохотно, но в конце в итоге соглашаются.
моя идея провести вам обзорную экскурсию, пока мы плывем, в общем-то, видимо, не случится, потому что двигатель работает очень громко. Сейчас мы проплываем по каналу, и он как-то чуть-чуть подзаглох, но набирает обороты. Так, наша лодка отплывает. Мы приплыли на первую остановку. Стоянка здесь полчаса. Я не очень поняла до конца, что это, но вроде какой-то рынок. Давайте пойдем посмотрим. Я из-за того, что было шумно, не знаю, видимо, не договорила о цене. Давайте еще раз. Есть несколько версий данной прогулки. 1000 бат с человека. Это когда вы просто вот проедете по маршруту, посмотрите его, и составляет это час. Ага, да, мы действительно приплыли на рынок. Смотрите, вот табличка. Холанг Банк Луанг Floating Market. Ну что ж, пойдемте посмотрим, что это за рынок. Так, смотреть под ноги надо. Вторая версия экскурсии составляет 1,5 часа и стоит уже 1200 бат с человека. Там вы посещаете несколько локаций, несколько остановок. И третья версия экскурсии, которая растянута на 2 часа, стоимость составляет 1500 бат. Но, как вы слышали или не слышали, я на всякий случай повторю, мы смогли поторговаться. То есть, когда, как в принципе это происходит во всей Азии. Sorry, Camel, thank you. Как это происходит во всей Азии, как только ты делаешь вид, что тебе не очень интересно, цена сразу начинает опускаться. Хотя до этого нам сказали, что это официально, правительственные лодки, прайс устанавливается правительством, ла-ла-ла. Прекрасно можно снизить цену, и мы вообще всего 1000 бат заплатили, и вот мы с вами приплыли в первую локацию и смотрим. Честно говоря, я должна сказать, что опыт интересный, потому что даже если отбросить все локации, которые ты посещаешь, интересно проплыть на лодке, посмотреть, как живут местные, на их дома. Ну, это здорово, необычно и такой своеобразный новый взгляд на исторический центр Бангкока. Не вот эти вот высотки, постройки, небоскребы, а именно старая часть, старый город. Цены на рынке, в принципе, как и везде, не завышены, но и не низкие. Вода 10 бат, порция картофеля фри 40 бат, спринг-роллы 60 бат за 4 ролла. В общем-то, все как обычно. Очень удобно, что по маршруту располагаются карты, где можно четко увидеть, где вы находитесь и что вокруг вас. Большая часть, конечно, написана на тайском, но и на английском тоже дубляж есть. Очень интересно, что это такие маленькие узенькие улочки, ты прям ощущаешь колорит этого места. Все сразу видно, что это такой действительно старый райончик, ничего современного, немножечко обшарпано, немножечко поржавело, но, боже мой, он же на канале стоит. Повсюду яркое, пестрое, много зелени, что-то деревянное, что-то пластиковое. В общем, интересно. Мы дошли до очень интересной, красивой локации. Такой мост, который увешан табличками. Смотрите, здесь надписи, видимо, привет и пожелания. Кто-то даже нарисовал картинки. В общем, очень творческие. Публика здесь бывает, но гораздо интереснее посмотреть, что там за мостом. Только взгляните. Огромные, просто огромные
И, видимо, их здесь подкармливают, потому что они вот как реагируют на людей, сразу вылезли, пасти вытащили, говорят, давайте, кормите нас, кормите. Еще одним из развлечений, которые можно придумать, гуляя здесь, это рассматривание граффити и осмысление их. Вот, например, что хотел нам сказать автор. Возможно, эта девушка очень милая снаружи, у которой есть странные секреты, запрятанные где-то в глубине нее. Или вот такой вот молодой человек, который, возможно, суицидально думает о смерти. Или еще одна, это моя любимая, девушка с секретиком. Ключик такой спрятан, не так-то просто подобрать ключи к ее сердцу. В общем, очень интересный творческий район. Наша следующая остановка – это знаменитый Большой Будда. Нас здесь оставили на 20 минут, так что времени немного, давайте все посмотрим. Самая высокая статуя Будды в Таиланде находится как раз в Бангкоке. Вот она, прямо у меня за спиной, 64 метра высоты, и она выглядит просто впечатляюще. То есть, если вы окажетесь здесь, масштаб он захватывает. Я не уверена, что на видео мне удается передать так, как это на самом деле вживую, но он действительно просто огромный. Храм Wat Phanam, который находится здесь же, где расположен самый большой Будда, пользуется большой популярностью у среднего класса местного сообщества. Обратите внимание, что здесь очень много тонких деталей. Вот смотрите, прямо сейчас, видимо, идут реставрационные работы. Все детали храма расписываются вручную, буквально вручную. Тем интереснее этот объект, он действительно очень красивый, масштабный и впечатляющий. Наша третья и финальная остановка происходит возле храма Wat Arun. Пойдемте посмотрим его. Стоимость посещения храма Wat Arun составляет 200 бат, дети до 120 сантиметров бесплатно. При посещении вам дают бесплатно воду, опять же можете взять, одна бутылочка на один билет, брендированная. И для тех, кто одет не по месту, как я, бесплатно выдают вот такие шарфы, вы можете прикрыть свои колени. Wat Arun еще часто называют храмом восходящего солнца. Связано это с тем, что построен он в честь индуистского бога Аруна, который символизирует восход солнца. Приблизительно храм был построен в 17 веке. Это одна из самых значимых достопримечательностей Таиланда. И, в общем-то, я вам должна сказать, ничего удивительного. Только взгляните на эту красоту. Здесь можно зависнуть, я не знаю, на день как минимум, рассматривая буквально каждую деталь, которая обрамляет этот храм. Потрясающее место. Центральный пранг символизирует гору Меру, которая известна в индуистской космологии.
эти детали, цветы, демоны, их украшения изготовлены из фарфора. Представляете, какой кропотливый труд все это изготовить, потом сюда это примостить, еще и поддерживать это в должном состоянии. Потрясающе. Кроме самой достопримечательности, интересно посмотреть на девушек и молодых людей в национальных костюмах. Они приходят сюда, очень забавно смотрятся, все эти красивые изысканные платья из парчи, кроссовки. И вот они делают фотографии, наверняка потом выкладывают их в какие-нибудь социальные сети. Ну, в общем, тоже такой интересный entertainment. Лестницы во всех этих храмах построены примерно одинаково. Очень круто. В этот раз я подготовилась и в шортах, и кроссовках. А вот в Камбодже я к таким вещам была совершенно не готова. Ролик об этом можете посмотреть тоже на моем канале. Залезть наверх нельзя, стоит ограда. Но вообще, когда были в Камбодже, о таких лестницах, например, в Ангкор-Вате очень крутых, говорилось, что это лестница в рай. И если человек смог по ней подняться, не споткнувшись, то в рай наверняка попадет. Но здесь, чтобы никто не проверял и головы свои не разбивал, огородили. Ну и не без ложки дегтя. Здесь, как и на многих популярных достопримечательностях, к сожалению, орудуют карманники, поэтому нужно внимательно следить за своими вещами. Все знают про храм изумрудного Будды, потому что именно там хранится изумрудная статуэтка Будды. Но мало кто знает, что изначально она хранилась в Ватарум. Находится этот храм в районе Танбури. Расскажу вам немножечко истории. Когда в очередной битве с Бирмой древняя столица Таиланда Аютая была полностью разрушена, и само королевство Таиланд распалось на множество хаотичных княжеств и городов, к власти приходит Таксин Великий. Он воссоединяет страну и произносит, что столица будет находиться здесь, в Танбури. Именно здесь и начинается строительство разнообразных храмов и королевского дворца. За 15 лет Танбури совершил просто невозможное. Он восстановил страну из пепла. Ко всему прочему, он пошел за очередной войной на Камбоджу, Бирму, завоевал больше их части, также Вьетнам, и воссоздал огромное королевство. Всего 15 лет потребовалось правителю для того, чтобы подняться из пепла. Знаете, чем его отблагодарила его страна? Его казнили на плахе. Предшественник, точнее не предшественник, а следующий после него император устроил заговор. Это был Рама I, кстати, основатель ныне правящей династии. Он устроил заговор, и великого короля просто казнили. К власти пришла династия, которая правит и по сей день. К слову, самая долгоправящая династия в мире на сегодняшний день. И столица из Танбури была перенесена. Друзья, напоминаю вам, что кроме YouTube-канала вы также можете следить за моими путешествиями в Инстаграме и в Телеграм-канале. Там я публикую информацию буквально в режиме онлайн. На территории Ватарума также расположен музей, где вы можете посмотреть дополнительную информацию об этом храме. Также здесь можно взять в аренду национальные костюмы и, как те девушки и молодые люди, отправиться сделать потрясающую фотосессию. Гонг возле этого храма просто сумасшедший, огромных размеров. Не знаю, работает ли здесь поверье о том, что если потереть его, и он зазвучит, аура у тебя светлая или нет, но на Пхукете, когда мы поднимались к Большому Будде, я как раз попробовала. Интересно узнать, что с моей аурой? Посмотрите это видео. За пределами туристических достопримечательностей старый город выглядит, как и, в общем-то, вся остальная Азия. Мотки проводов, старые домишки, натянутые тенты, чтобы хоть как-то спрятаться от солнца, и очень много трафика на дорогах.
общественный транспорт Бангкока, как и в любом мегаполисе, развит очень хорошо. Две основные артерии – это МРТ и BTS. МРТ – это стандартное для нас метро в его привычном понимании, в то время как BTS – это скорее воздушное метро. Мы сейчас с вами отправляемся на стандартном метро, и я покажу, как оно устроено в Таиланде. Пойдемте. Станции не глубокие. В принципе, если она и достаточно глубоко по тайским меркам расположена, то это будет не один длинный, как мы привыкли, эскалатор, а он будет разбит на несколько очередей, как обыкновенная лестница. И только я сказала про то, что тут не очень глубокие станции, как это уже 5-й пролет, по которому я спускаюсь. Я должна отметить, что метро Бангкока очень чистое, приятное и кондиционированное. Ну, еще бы в такой температуре. Есть несколько типов аппаратов, старый и новый. Вот прямо сейчас перед нами новый аппарат. Здесь весьма интересная система оплаты. Нет какого-то единого тарифа, когда мы выбираем, покупаем билет и по нему ездим. Нет. Здесь в зависимости от того, куда нам нужно, мы выбираем билет и платим за это тариф. Итак, мы с вами находимся здесь, вот красненько, очень интуитивно понятный интерфейс. Нам с вами нужно добраться сегодня до Сухумвит. Так, ищем Сухумвит. Ага, вот он. Я выбираю, и на экране появляется, сколько мне необходимо заплатить. Мне нужно 3 билета, поэтому я выбираю 3 билета, и суммарно за меня уже подсчитали, что оплатить я должна 114 бат. Можно использовать купюры и монетки. Итак, я намучилась с аппаратом, и теперь мне нужно забрать всю сдачу, которую он мне тут насыпал, но не только сдачу. Вы ожидаете, наверное, увидеть здесь карты, как и во многих метрополитенах, но нет, здесь расплачиваются жетонами, прям как у нас в древние времена в московском метро. На жетоне значится информация о том расстоянии, которое я оплатила. Сейчас я прикладываю монетку, прохожу и попадаю уже непосредственно к самому поезду. Бангкокское метро очень безопасное. Оно обладает безопасной системой открытия дверей. То есть, видите, я не могу сейчас подойти напрямую к путям. Они огорожены от меня вот таким вот стеклянным щитом и дверьми, которые откроются, как только подъедет поезд. Итак, заходим. И что мы тут видим? Мы видим, что это новые современные вагоны. Они достаточно широкие, только посмотрите, какое расстояние между сидениями. И вообще, вагон длинный, повсюду поручни, очень удобная, комфортная поездка. А теперь на выходе мы отправляем жетон и выходим. Обмануть систему не получится. И если вы проехали на станции дальше, чем купили свой жетон, то выйти у вас просто не получится. А еще дирекция метро активно борется с ожирением. Так, например, на ступенях нанесено количество килокалорий, которые вы сожжете при подъеме. Вот так просто можно наглядно показать, что даже выбирая незначительную физическую нагрузку, вы помогаете себе в борьбе с лишним весом. Друзья, у меня за спиной Королевский дворец. Это огромный архитектурный ансамбль, построенный Рамой I, который, как я уже говорила, начал правящую династию. Не раз уже это говорила, к слову. Он огорожен вот такими огромными белыми стенами. За спиной у меня колоссальных размеров дверь на вход. Также за стеной находится храм изумрудного Будды, где хранится и статуэтка с изумрудным Буддой. Поэтому сейчас мы туда отправимся и посмотрим, что же там интересного. Все путеводители абсолютно в один голос утверждают, что это место, которое обязательно к посещению, если вы в Бангкоке. Итак, мы зашли на территорию и купили билеты. Посещение стоит 500 бат со взрослого, дети до 120 сантиметров бесплатно. По дороге, пока вы будете идти, вам все время будут встречаться китайские группы с гидами. Помимо этого будут также стоять отдельные англоговорящие гиды, которые будут предлагать свои услуги. Но вот у меня за спиной, мы только что прошли, за 200 бат можно взять аудиогид, и там есть русский язык, английский, французский, немецкий и еще куча азиатских языков. Поэтому, если вы переживаете, что вдруг чего-то там не поймете, не узнаете, пропустите, а едете сюда без группы, аудиогид, 200 бат, все будет хорошо. Ну что ж, друзья, мы на территории, что я хочу сказать,
первых метров вас встречает это королевское убранство. Выглядит здорово, очень интересно. Что интересно, еще хочу отметить, для граждан Таиланда посещение дворца и храма Изумрудного Будды абсолютно бесплатно. Я считаю, это очень правильно. И очень возмущалась в Москве, когда нужно было платить за посещение московских музеев гражданам России. Обидно, ребята. Храм Изумрудного Будды является не только одной из самых значимых достопримечательностей Бангкока, но и одной из самых почитаемых. В его создание вложилось огромное количество ручного труда. Мне хотелось бы отметить, что постройка выглядит по-настоящему впечатляющей, красивой и заслуживает обязательного посещения. Ну, здесь все как любят в Азии. Дорого, богато, покрыто золотом, инкрустировано блестящими стеклами. Полагаю, что это какие-то стекла, стразики. Вот, выглядит, конечно, красиво, детально проработано, но не совсем мой стиль. Посмотреть интересно. Напоминаем основные правила посещения. Сегодня я одета подобающим образом. У меня закрыты колени, закрыты плечи, не видно живота, никаких мини-юбок и никаких обтягивающих шорт, лосинов, леггинсов и всего прочего. В противном случае вас просто сюда не запустят. Также мы разуваемся перед тем, как войти в абсолютно любой храм на территории Таиланда. Вперед! Мы заходим внутрь, но снимать, ребят, к сожалению, скорее всего, не получится. Большая золотая ступа – еще одна из важных святынь на территории дворцового комплекса. Построена она была примерно тогда же, когда и все основные постройки, и является достаточно важным и почитаемым местом наравне с Изумрудным Буддой, которого, кстати, в свое время тайцы отняли в качестве трофея, выиграв войну с Лаосом. Итак, мы движемся в сторону Королевского Большого дворца. Напоминаю вам, что постройка храма первое строительство началось в 1782 году. Изначально это были деревянные постройки, впоследствии они были перестроены. Вообще я должна отметить, что каждый следующий правитель дополнял что-то к архитектурному ансамблю дворца, его перестраивали, его улучшали. Например, храм Изумрудного Будды тоже был построен при Раме I для того, чтобы поместить туда эту святыню, отнятую у лаосцев, и для того, чтобы он сам мог там молиться. Что еще хотелось бы отметить про дворец? Сегодня он не является резиденцией монархов. Да, они здесь не проживают, переехали, решение о переезде было выполнено, когда в 1945 году таинственной смертью умер Рама VIII, и уже тогда начали менять уставы, устои и переезжать в собственные дворцы. Тем не менее, сегодня Королевский дворец продолжает оставаться очень важным местом. Здесь проходят все основные церемонии и обряды, связанные с королевским протоколом, а именно похороны, свадьбы, различные мероприятия, балы. Нередко здесь происходят королевские приемы. Поэтому резиденция продолжает оставаться важным местом в королевском укладе. Время работы комплекса с 8:30 утра и до 16:30, но билеты перестают продавать уже в 3 часа. И вот что я вам хочу сказать: чем раньше вы придете, тем больше вероятность, что вам не придется толкаться с китайскими туристами, коих здесь великое множество. И они часто, я не имею ничего против китайских туристов или вообще китайцев, но мною лично и неоднократно много раз подмечено, что именно китайские туристы максимально беспардонно будут толкать вас, влезать в кадр, проходить в момент съемки мимо вами и камеры. Ну, то есть вот им абсолютно плевать, что там вы заняты, происходит вокруг вас.
Они идут своей дорогой, расталкивая всех на своем пути. Поэтому хотите с комфортом посмотреть, приходите как можно раньше. Их, конечно, уже и 8:30 здесь будет предостаточно, но чем позже вы придете, тем больше вы их здесь застанете. Итак, друзья, смотрите, что я хочу отметить вам о дворце, мои личные впечатления. На мой взгляд, здесь очень много от европейского ренессанса. Ну, действительно, взгляните, здесь, конечно, есть тайский стиль, но вот эти окна, эти лестницы, не правда ли это чем-то отдаленно напоминает дворцы Версаля? Почему бы и нет? Поэтому это очень интересный микс. Я бы обязательно вам рекомендовала самим это увидеть, посмотреть. Я не рассказываю все исторические справки, моменты. Вам это без меня расскажет гид, интернет. Вы вообще, в принципе, много где можете почерпнуть эту информацию. Я вам показываю и рассказываю свое личное мнение, стоит или не стоит. Ну вот, на мой взгляд, это очень красиво, и посетить такое обязательно стоит. Благоустройство территории происходит прямо в режиме онлайн. Стригут, поливают, украшают. Все здорово, замечательно, очень чисто. Войти, к сожалению, во дворец нельзя, а то я представляю, какое там убранство. У меня за спиной находится музей текстиля, который курируется лично королевой Сирикит. Здесь находятся ее наряды. К сожалению, снимать в музей нельзя. Но если вы хотите в тишине, спокойствии, прохладе отдохнуть от архитектуры и большого количества китайских туристов, приходите в этот музей. Он входит в стоимость посещения комплекса Большого дворца. Там очень тихо, спокойно, практически нет туристов, мы буквально были там одни. Здесь же находится сувенирный магазин, где можно прикупить что-нибудь втридорога на память о посещении этого дворца. Итак, что важное, давайте резюмируем, что важное нужно знать, когда вы сюда отправляетесь по дворцу. Ну, во-первых, это форма одежды, не забываем об этом. Здесь очень нелояльны к туристам, потому что их и так полно. Никто здесь не бьется за каждого туриста, и охрана дворца очень запросто может вас развернуть, если вдруг сочтет ваш вид каким-то неудобным, некрасивым, противоречащим любым каким-то их нормам приличия. Поэтому сразу готовьтесь к тому, что максимально закрыто все должно быть. Понимаю, жарко, неудобно, смотрите, я сама уже вся мокрая, но это единственный способ попасть на территорию дворца и осмотреть его. Еще один очень важный момент. Здесь повсюду находятся предупреждения о карманниках, то есть берегите свои вещи, обязательно следите за ними, чтобы с вашими вещами все было в порядке. Мне очень нравится здешняя территория, она очень красивая, очень зеленая, очень ухоженная. Мы как раз попали к подготовке дворца к празднованию дня рождения королевы. Он будет уже буквально в понедельник, поэтому здесь сейчас особенно наводят лоск, блеск. Не знаю, будут ли пускать в этот день сюда туристов, будет ли какой-нибудь прием здесь по случаю дня рождения королевы. Непонятно, неизвестно, но тем не менее подготовку мы видим. Там вот вешают ленты разноцветные, украшают, все это здорово, красиво. Территория действительно огромная. Можно прикупить воду. На территории она продается, стоимость бутылочки 20 бат, поэтому, если что, запасайтесь с собой. Ну, если вдруг у вас с собой воды нет, не проблема, купить ее здесь можно везде. Продается спокойно, в свободном доступе. Про китайских туристов я вам уже сказала. Готовьтесь к тому, что будут влазить к вам в кадр вообще беспардонно. Они очень шумные. Но что есть, то есть. Поэтому такая вот история. Надеюсь, вам понравился мой обзор Королевского дворца. И, возможно, вы сюда приедете. Если вдруг вы здесь уже были, напишите мне,
что интересного я упустила, о каких фактах не рассказала, есть ли какие-то лайфхаки. Я пыталась найти билеты сюда дешевле, то есть очень часто так бывает, и в Таиланде так было, в Паттайе, что если покупаешь билеты онлайн заранее на сайте, то они дешевле. Здесь нет. На официальном сайте цена точно такая же, на всех дополнительных сайтах типа TripAdvisor и прочих там еще больше цена получается. Поэтому, в общем-то, 500 бат это вот как есть. Но, кстати, вот спасибо, что на ребенка скидка. Что ж, друзья, жду в комментариях ваши отзывы о посещении или о просмотре моего обзора Королевского дворца и храма Изумрудного Будды. Сразу напротив комплекса Великого дворца и храма Изумрудного Будды находится здание Министерства обороны. Такое внушительное, сразу понятно, куда выделяется основной бюджет. Вокруг стоят люди в военной форме, мы их не снимаем по понятным причинам. Что хочется отметить, это огромный портрет короля, но он тут везде, а возле Министерства обороны так уж тем более должен быть. Огромные пушки. Возможно, еще со времен попытки захвата Тайской империи европейскими империями, но, тем не менее, угрожающе стоят и направлены в разные стороны, как бы, наверное, символизируя, что мы всегда готовы дать отпор врагам. Ну и, конечно же, за территорией следят. Прям вот сейчас там на газонах что-то делают, стригут. Ну, видно, что очень красивое, ухоженное здание. В общем, куда уходит бюджет, видно. Саранром парк, который находится буквально рукой подать от архитектурного комплекса Большого дворца и храма Изумрудного Будды. Чем он примечателен? Во-первых, это один из самых старейших парков Бангкока. Без малого 150 лет ему, может даже чуть больше, точно вот сейчас уже вам не скажу. Но что еще важно, ранее парк находился в королевских владениях. Вход сюда для простых смертных был закрыт. Ворота для обывателей открыты только в 1960 году. Вход сейчас сюда бесплатный. Давайте посмотрим, что же тут такого осталось от королевского наследия. Может быть, еще витает что-то от тайской королевской семьи. В общем, посмотрим. И если вы бывали в Пятигорске, то вот эта беседка напомнит вам китайскую пятигорскую беседку. А видео о Пятигорске есть у меня на канале, можете посмотреть. Еще одним из средств перемещений по Бангкоку является паром. Стоимость проезда недорогая, а доплыть можно во многие части Бангкока. Так же, как и на метро, стоимость поездки будет зависеть от дальности расстояния. Например, мы отправляемся от Большого дворца в сторону торгового центра Icon Siam, и стоимость одного билетика составляет 16 бат. Неважно, для взрослого или для ребенка, цена одна. Чтобы не запутаться во всех хитросплетениях и понимать, какой маршрут вам нужен, все паромы обозначены различными флагами, указано, в какой маршрут они ходят и в какое время, какой период. То есть, в принципе, даже можно по цене отследить, сколько вам будет стоить, на каком пароме доехать. Будьте готовы к тому, что не всегда вам удастся здесь сесть, потому что достаточно популярный такой вид транспорта, в отличие от лодок, на которых мы катались, я вам уже показывала, когда ты оплачиваешь, достаточно много и тебе гарантировано место, то здесь за такую цену ты можешь и постоять. Хотя, с другой стороны, это даже, возможно, приятнее, потому что тебя обдувает ветерком, ты смотришь на достопримечательности. В общем, тоже такой интересный опыт.
Мы доплыли до точки притяжения всех шопоголиков, приезжающих в Бангкок. Это знаменитый торговый центр Icon Siam, где собраны лучшие из лучших бутики. Здесь находятся самые интересные развлечения, рестораны, да и вообще сам комплекс выглядит потрясающе, впечатляюще. Мой вам совет: приезжайте сюда именно на пароме, потому что с воды на него открывается великолепный вид. Что ж, друзья, Icon Siam — это просто must visit для того, чтобы ощутить этот люксовый вайб Бангкока. То есть Бангкок, он же разный, но вот именно лакшери стайл, он очень хорошо и четко прослеживается в Icon Siam. Эти плавные линии, эти супердорогие магазины, лакшери бренды, эти потрясающие виды на современный Бангкок, которые просто не оставляют равнодушными никого. Обязательно посетите это место. Кстати, шопинг в Бангкоке – это не обязательно дорого. Сейчас я покажу вам место, где можно купить практически все и при этом за очень выгодный прайс. Мы приехали на рынок Чатучак. Чатучак – это самый большой в мире рынок выходного дня. Только вдумайтесь, здесь каждые выходные гостей встречает более 15 тысяч торговых киосков. Здесь можно купить практически все, что вам может вздуматься, в рамках разумного и законного, конечно. Кроме банального азиатского ширпотреба, здесь можно отыскать и качественную одежду из натуральных тканей, локальные дизайнерские бренды, декор для дома, созданный местными ремесленниками, и еще много всего интересного. История рынка вообще как такового началась в 1942 году, когда каждая провинция решила сделать себе рынок, на который будут съезжаться разные представители и продавать. Изначально все это и планировалось как рынки выходного дня. Чатучак не сразу расположился недалеко от парка Чатучак. Несколько раз его месторасположение менялось. Ну вот уже буквально с 80-х годов рынок закрепился здесь, в районе парка Чатучак, и, собственно, от него и носит свое название. Кроме одежды, бытовых и декоративных товаров, на рынке Чатучак можно найти и купить себе друзей. Да, вы не ослышались. Один из секторов рынка отдан под так называемый птичий рынок. Здесь можно купить породистых и не очень щенков и котят, экзотических рептилий, насекомых, всевозможных рыбок и млекопитающих.
Так что найти здесь себе лучшего и самого верного друга вполне возможно. Хотя я должна отметить, что гуляя по этим рядам, мне особенно было жалко собачек, кошечек, которые долгое и продолжительное время находятся в замкнутом пространстве без возможности дышать свежим воздухом и видеть голубое небо. Здесь же на территории рынка расположено интересное кафе. Даже нет, это не кафе, это просто заведение, где обитают котики, и за 250 бат вы можете зайти, потискать их, погладить и покормить. В стоимость входит немного куриного мяса, носки для вас, потому что в обувь вас, конечно, туда никто не пустит, и безлимитное общение с пушистыми друзьями. Вацакет, храм, который чаще называют Золотая гора или Храм-гора, расположен он недалеко от президентского дворца, в общем-то в пешей доступности. Вацакет также знаменит тем, что построен был еще во времена Аютахая, когда здешняя территория не была столицей Таиланда. Это очень старый храм, относится он где-то к 17 веку, но чем он больше всего примечателен, так это тем, что перестраивался дважды. Первого раза гора просела из-за ошибки архитекторов, просела болотистая местность, и чтобы его снова сделать храмом-горой, храм перестроили вторично. Пойдемте посмотрим. К сожалению, он сейчас на реставрации, поэтому золотого купола, который, в общем-то, и символизирует гору Меру в индуистской религии, мы не увидим, но внутренности посмотреть точно сможем. Стоимость билета составляет 100 бат на взрослого, дети бесплатно. Thank you. Смотрите, один билет, одна бутылка воды бесплатно. Вода нам понадобится, потому что, несмотря на то, что по ходу всего следования тенек, заросли джунглей, тем не менее, вот распыляют тут водичку, да, прохладную, чтобы хоть как-то облегчить подъем, подниматься придется. Это же все-таки Храм-гора, а по такой жаре это делать не всегда приятно и легко. Город вокруг, мегаполис, а здесь вот так в тени джунглей, все зеленое, фонтанчики. И если бы не вот этот вот голос, который я не знаю, что говорит, из динамиков, вообще можно было бы представить, что мы находимся где-то в джунглях. Вот идете и встречаются такие водоемчики, которые наполнены золотыми карпами, они тут плавают, красиво вода спускается, периодически выпускают водный холодный пар, чтобы хоть как-то создать атмосферу влажных джунглей в этой жаркой погоде. Смотрите, пока поднимаетесь, по ходу встречаются скульптуры различных животных. И вот я увидела, что все вроде все одинаковые, но собака и поросенок больше всего затерты туристами. Видимо, есть какое-то поверье. Где-то примерно на середине пути встречается вот такой гигантский гонг. Пока что это самое большое, что я видела здесь. Но он прям вибрирует. Этот храм очень часто посещают паломники, потому что именно здесь хранится частичка мощей основателей буддизма. В свое время ученики после кремации разделили его прах на несколько частей, и впоследствии он разносился по разным знаковым монастырям и храмам. И вот одну частичку подарили непальцы здешнему монастырю. Здесь она хранится, поэтому паломников сюда приезжает множество. Вот еще одна площадка с очередными колоколами.
Эти уже поменьше, знаете ли. И звук другой издает. А с другой стороны, когда ты поднимаешься на эту площадку, перед тобой предстает панорама Бангкока. Вот именно таким, какой он есть. Одноэтажная застройка, многочисленные храмы, далее высятся небоскребы, башни. Вот такой разный, интересный, удивительный город Бангкок. Несмотря на такие святыни, которые хранятся здесь, это один из немногих храмов, где обувь снимать не надо. Об этом даже гласит табличка прямо на входе. Обувь можете не снимать. И вот знаете, убранства здесь не так много, особо ничем он не отличается от других остальных храмов, которые мы уже посещали внутри, кроме вот этих двух моментов, что здесь можно снимать, фотографировать и не разуваться. По периметру всего храма открыты окна, и вы можете рассмотреть панораму Бангкока на все 4 стороны света. В храме также расположены Будды всех возможных, просто каких вариациях они только есть. Более того, я вам скажу, что они расположены здесь по дням недели. Вот это, например, одеяние Будды в субботу. Это Будда на его пятничной мантре. Это Будда в четверг сидит в позе лотоса. Будда, который приготовился к среде ночи. Кстати, вы, если не знаете, то в индуистской религии 8 дней в неделю. Среда делится на вечер и утро. А вот Будда, который еще утром был с подносом. Вот Будда лежачий, вторник. По вторникам я сама люблю полежать. А вот Будда в понедельник. Ну, а это воскресный Будда. На спуске нас встречает весьма странная инсталляция с мертвым человеком, которого клюют грифы. Некоторые грифы сидят в предвкушении, рядом стоят люди, которые очень плохо выглядят. Они бледные, слабые, худые, истощенные. Все просто. В 1820 году во время эпидемии холеры, это как раз пришлось на правление Рамы II, люди умирали не то что сотнями, тысячами. По летописям нам известно о том, что в тот год погибло порядка 30 тысяч человек. И для кремации, где она была разрешена, только здесь, вот в этом храме, сюда их свозили и очень часто просто не успевали кремировать. Тела складывались и прилетали грифы, которые ужасно, но ели человеческую плоть. Так как эпидемия холеры повторялась из года в год на протяжении достаточно длительного времени, то вот этот храм был тем самым местом, где, собственно, и кремировали. В основном это были бедные люди, в основном здесь и кремировали бедных людей. Ну, а в память об этих исторических событиях вот и воссоздали такую вот мини-сценку. Когда вы спускаетесь, внизу находится пещера, и в пещере прямо в основании этого холма высечен каменный Будда, который ладонью делает как бы благословение. Парк Люмпини – это зеленый островок в центре мегаполиса, основанный в 20 веке, 20-е годы. Но так было далеко не всегда. Своим появлением парк обязан королю Раме VI, чья, собственно, статуя и увенчивает вход в этот парк. Рама VI выделил земли для этого парка из своих собственных. Находились они на окраине Бангкока. Сегодня сложно представить, что это окраина, потому что парк сейчас находится в динамично развивающемся деловом районе Силом. Здесь вокруг небоскребы, высотки и бесконечная стройка очередных небоскребов, высоток, гостиниц и так далее. Рама VI считал, что парк должен сбит именно здесь и назван именем Люмпини. Если вдруг вы не знаете, Люмпини – это город в Непале, в котором родился Будда. Рама VI свой указ выполнил, строители парка разбили, ну а мы теперь можем гулять и наслаждаться временем в этом зеленом уголочке, который мне, если честно, слегка напоминает тот самый знаменитый парк в Нью-Йорке, который тоже вот так по кругу окружен небоскребами. Здесь есть 2 фонтана, спортивные площадки, детские площадки, а в самих озерах, которых тоже здесь 2,
обитают, вы не поверите, вараны, реально огромные вараны. А вот смотрите, какая встреча. Варан и ворона. Интересная встреча. Ага. Он поймал рыбу, он ее ест, а вороны пытаются тоже ей полакомиться. Я не знаю, знаете вы или нет, но варан на самом деле достаточно опасная для человека ящерица. Дело в том, что у него на зубах невероятное количество инфекций и бактерий. И если такая вот прелесть вас цапнет и прокусит кожу, то умереть от заражения крови и инфекции вообще расплюнуть. Хотя так на людей он не нападает. Но, тем не менее, гуляя в парке, будьте осторожны и к этому замечательному ящеру близко не подходите. Вараны здесь встречаются всех размеров. Я уже видела от малышей до вот таких вот огромных особей. Причем, когда он лежит, живот у него распластывается, и он прям огромного, внушительного размера. Бегает он, несмотря на кажущуюся медленность, очень быстро. И есть интересный момент. В парке нельзя выгуливать собак. Я полагаю, что это связано как раз с тем, что собаки могут напасть, покалечить их или, может быть, даже летальный исход устроить им. В общем, парк с собаками нельзя. Несмотря на то, что парк Люмпини находится, в общем-то, вдалеке от туристических районов, сюда все равно очень часто приезжают туристы, и нередко прям туристические группы привозят, потому что парк у всех на слуху. Парк достаточно красивый, от многих других более старых парков он отличается обилием зелени. Представьте, она здесь была изначально, потому что это была окраина, здесь не нужно было ничего насаждать, не нужно было никаких деревьев высаживать, кустарников, поэтому он относительно зеленый, очень тенистый. Местные жители и те, кто здесь проживает по долгу службы, работы, какие-то наемные работники различных корпораций, частенько приходят сюда позаниматься спортом, погулять. А с февраля по март здесь вообще проходят музыкальные фестивали. Целые оркестры приезжают и играют здесь классическую музыку прямо на улице. Я считаю, что это, например, очень здорово. Парк работает с 4:30 утра до 9 вечера. Вы можете свободно прийти сюда, погулять. Вход абсолютно бесплатный. Не могу сказать, что это какое-то супер-вау, крышесносное место, где можно посмотреть на много всего интересного. Нет, но это очень приятная локация для прогулки и для того, чтобы ощутить частичку природы в сердце мегаполиса. И если вы решите посетить китайский квартал и отправитесь сюда на метро, то первое, что вам встретится, как только вы выйдете со станции метро, это храм Wat Man Kon. Это традиционный в китайском стиле оформленный храм, посвященный, как они сами в переводе, этот вообще храм с китайского языка означает храм дракона лотоса. По импровизированному коридору, который стены с двух сторон отделяют храм от строящихся зданий вокруг, висят изображения животных, которые изображают гороскоп, этот год тигра, год льва, год собаки. Вот они здесь все висят. Сам храм украшают драконы. Вообще, я должна отметить, что все выполнено в традиционной китайской архитектуре. Мне прям очень понравилось. Мы попали на церемонию, немножечко застали ее. Здесь монахи ведут сейчас какую-то службу. Среди всего обилия храмов, которые мы посмотрели в Бангкоке в тайском стиле, этот он контрастно выделяется, он совершенно другой. И очень здорово начать ознакомление с Чайнатаун прямо с китайского храма.
Китайцы, они, в принципе, всегда были неотъемлемой частью тайской истории, тайской культуры, и ничего удивительного, что Чайнатаун находится в Бангкоке. Ну вот я сейчас, честно говоря, иду и немножечко в шоке. Здания, ну вот они прям старые, этот комок проводов, который висит, обшарпанное, и все это украшено разноцветными красными витринами, красными вывесками, красными фонариками, ну прям такой антураж китайский. Центральная улица, конечно, поприличнее выглядит, но все равно здания такие грязно-серо потертые, очень плотная застройка и, опять же, обилие красного цвета, рекламы, блестяшек. Думаю, что вечером, когда становится темно, все эти огни зажигаются, это тоже очень прикольно выглядит. Возможно, гораздо лучше, чем это выглядит днем, не видно всей этой обшарпанности. Поэтому, если решите прогуляться, я думаю, что лучше всего приходить сюда вечером. Магазины, которые продают золото, здесь как 7-Eleven в Таиланде. Буквально через каждые 50 метров я прохожу мимо однотипных магазинчиков, такая стеклянная витрина. Вдоль витрины видно, что выставлен прилавок, весь увешан золотом. Ну, прям любят это дело китайцы. Здесь же в районе находится китайский рынок, поэтому можно прям свернуть, походить, совершить покупки. Продается вообще буквально абсолютно все, от еды до одежды. Проход очень узкий, люди прям с трудом расходятся, они еще и на байках умудряются здесь проезжать. В общем, хотите проникнуться китайской культурой, отправляйтесь сюда, в Чайнатаун в Бангкоке. Еще одно не менее приятное место для совершения прогулок по шумному деловому Бангкоку – это Бинчакити парк. Бинчакити парк, так же как и Люмпини парк, находится в центре крупного делового района. Вокруг много шоппинг-центров, гостиниц. Здесь находится знаменитый терминал 21, а вот буквально в 5-10 минутах прогулочным шагом от него расположился этот парк. Бинчакити парк имеет озеро, которая благоустроена. Я видела уже как минимум большую велосипедную дорожку, дорожку для пробежки. В принципе, в парке очень тихо, здесь мало людей, в отличие от Люмпини, в котором людей гораздо больше. Нагулявшись в Бинчакити парк, я могу с уверенностью сказать, что это отличное место, особенно если вечером сюда прийти, когда не так жарко. Мне понравились эти аккуратные стриженные газончики, эти красивые ландшафтные решения, большое количество зелени, клумбы, цветы, навесной маршрут такой, знаете, мост, который тянется над озерами с кувшинками. Очень приятное место для того, чтобы просто прогуляться, отдохнуть от череды шумных экскурсий большого города. Советую. Кроме метро и надземного метро, здесь есть еще такой транспорт, как автобус. Он развит достаточно хорошо и делится на вот такие тарантайки, которые без кондиционера, и просто ни за что в них не садитесь в жару. Они еще и ездят с оглушительным ревом. И есть вполне себе комфортные современные автобусы с кондиционером, мягкими, хорошими сиденьями, приятными благами. И, в общем-то, автобусы, как и метро, тоже в зависимости от расстояния ценник на них меняется. Но самое прикольное во всей этой истории, что здесь настолько развит интернет, что даже на автобусной остановке вам предлагают подключиться к Wi-Fi бесплатному. Есть зарядные буквально вот, пожалуйста, гнезда для ваших зарядных устройств. Вы можете подзарядить свой гаджет, посидеть в интернете. В общем, классно развитый общественный транспорт. Ну а если автобуса долго нет, то на помощь вам придет такси. В Бангкоке их много и существует определенная градация по цветам. Есть даже такси для женщин, где водителями тоже будут женщины. Но дешевле всего заказывать такси через местное приложение Bolt. А мы отправляемся в очень необычную локацию. Если вас утомил шумный мегаполис Бангкока,
а у вас есть свободные дни, время и желание соприкоснуться с природой, то в получасовой езде от центра Бангкока находится вот такая интересная детская развлекательная площадка, которая по совместительству ферма, а еще и целый учебный проект, рассказывающий детям и взрослым о проблеме глобального потепления и важности решения экологических проблем. Кроме интересных детских сооружений, здесь есть также гуси, утки, куры, целый огромный страус, козлятушки-ребятушки. Развлекать маленьких непосед здесь призваны варан, зиплайн, веревочный парк, троянский конь, который не просто предоставляет возможность посмотреть на него, полюбоваться, там можно и полазить, и отдохнуть в гамаке, и даже скатиться с огромной горки. В общем, место весьма эклектичное, интересное, помогающее в развитии детей и, самое главное, достаточно качественно выплескивает всю их энергию в нужное русло. С учетом, что приезжают сюда не на час и не на два, а как минимум на полдня, безусловно, здесь необходимо было бы придумать что-нибудь для питания. И таки действительно здесь есть кафе, ресторан, ну я бы так это не назвала, все опять же выполнено в такой же теме. Ценник более чем гуманный, с учетом цен Таиланда. Я не скажу, что это дешево, но вполне себе гуманно. Смотрите, например, омлет с рисом стоит 70 бат, а чизбургер с картошкой фри 190 бат. И разброс блюд очень большой, поэтому, в общем-то, каждый найдет для себя и, главное, для своего маленького вредины, что перекусить или даже полноценно пообедать. Как уже ранее было отмечено, общественный транспорт Бангкока весьма удобен и разнообразен. И еще одним из его вариантов является BTC, так называемое воздушное метро. Билеты продаются в кассах на станции, стоимость зависит от расстояния поездки. Как и в метро, пути закрыты от платформы, а сами вагоны новые и весьма удобные. Бангкок – город небоскребов, и поэтому побывать здесь и не посетить самые высокие точки Бангкока, ну, просто преступление. Один из самых высоких небоскребов – это небоскреб Маханахан. Он находится в центре делового района Силом, и сейчас мы поднимемся наверх и посмотрим на эту потрясающую обзорную площадку, в которой есть одна изюминка. Так, смотрите, когда вы поднимаетесь, есть несколько пакетов. Мы, например, выбрали себе один билет с... Мы выбрали себе один билет с тем, чтобы поучаствовать в аттракционе 3D, один билет с семейной фотографией, которую нам распечатают и уже выдадут в готовой рамочке, ну и ребенок 350 бат. Значит, смотрите, наши пакеты стоят 990 бат на человека. Если вы приходите вечером, эта сумма увеличивается до 1040 бат с человека. Если вы приходите днем до 15:30 и не покупаете никаких опций, то тогда стоимость билета составляет 880 бат с человека взрослого, а ребенок так и так везде 350 бат. Шоу начинается еще с лифта. Ты уже поднимаешься, а вокруг экраны, который начинает трансляцию Бангкока и того, как мы поднимаемся на лифте. Смотрите, мы как будто воспарили над шумным, занятым городом и летим в небо.
Мы на 74-м этаже, и я вам должна сказать, что я впечатлена, потому что мы на такой этаж поднялись, ну, буквально там секунд за 25-30, то есть это было настолько молниеносно, меня заложило уши, но при всем при этом лифт ехал так тихо, и мы вообще не ощущали никакого давления, знаете, как когда быстро поднимаешься, и оказывается на тебя давление. Нет, это было максимально комфортно, тихо, и только вот в конце, я не знаю, возможно, это даже был психологический момент, мне заложило уши, когда я увидела цифру 74. Вот именно в этот момент мне и заложило уши. Но это все ерунда. Взгляните на эту панораму. Она просто великолепна. Город как у тебя на ладони. Еще из того, что я бы хотела отметить, это меры безопасности. Они прям очень серьезные. То есть сначала вас досматривают, когда вы только заходите в здание. Еще на входе в здание уже начали досматривать сумки. Мы их открывали, они проверяли. И не так, как это бывало, что вот просто там взглянули, мельком бросили взгляд и проходите. Нет, он прям у меня по сумке внимательно все осмотрел, что-то там отодвигал руками, косметичку в сторону, в общем, прям прощупал ее. Вот, тут прям есть сиденья такие, можно присесть. Бог мой, как ужасно это все выглядит с высоты. Ну, впечатляюще. Так вот, после этого, после покупки билета, вы идете в сторону лифта, но прежде чем вы вообще пересечете холл, вас опять досматривают. На этот раз они через рентген пропускали сумки, мы тоже проходили через рамки металлоискателя. Некоторых осматривали вручную, то есть там проводили по одежде с целью выявить, несете вы у себя что-нибудь в карманах или нет. И уже только после этого нас пригласили в лифт. Это было все очень организовано, они прям считали по очереди, сколько человек в какой лифт зайдет, называли нам сразу, в какой лифт мы идем, A, B, C. Никакой толпы, никаких недопониманий, все очень четко, здорово организовано. Это прям очень понравилось. К слову, Маханахан не самое высокое здание Бангкока. Высота Маханахан составляет 314 метров, в то время как здание Icon Siam аж 317 метров, и они как раз на первом месте по высоте из небоскребов Бангкока. Ну и, конечно же, ничего не обходится без китайских туристов и их галдежа на фоне. Просто они, как всегда, очень шумные, очень организованные, но очень шумные. Но, ребята, это еще вообще ни разу не все. Это закрытая площадка, здесь находится кофейня. Сюда пускают, когда ожидается гроза, тогда на крышу, конечно, никого не пускают. Мы, кстати, один раз пришли, первый раз, когда мы сюда пришли, в надежде попасть наверх, ожидалась гроза, и площадка, которая открыта, еще выше, она была закрыта, поэтому поднимали только на вот эту закрытую площадку. Мы сейчас поднимемся с вами еще выше. Ну, а для того, чтобы подниматься дальше, нам необходим эскалатор. И он уже, по идее, отвезет нас на самую высокую смотровую площадку этой башни. После того, как вы поднялись на эскалаторе, вы оказываетесь в зале, где на выбор вам две опции. Либо подняться на лифте, либо отправиться пешком. Я выбираю пешком. Ну, я вам должна сказать, что жестковато, конечно. Она такая облегченная конструкция, и ты идешь, и прям, немножечко страшно. Коленочки дрожат. Но это чисто мой психологический барьер боязни высоты. По ходу пути мы видим ресторан, который, по всей видимости, открывается вечером. Такое там шикарное убранство, вид оттуда открывается потрясающий. Цены, я думаю, тоже потрясающие, но такое попробовать интересно. Ну что ж, друзья, момент истины. О, вау! Такая успокаивающая, умиротворяющая музыка. И если бы не шум туристов, то действительно такой очень впечатляющий момент. В конце концов, вы столько заплатили, что можно тут и фотосессию устроить, поэтому есть несколько инсталляций. Можно вот сделать вид, что вы кому-то звоните,
Хотя написано, что можно и позвонить кому-то. В общем, можно и позвонить кому-то. Передать привет с самой высокой точки, с практически самой высокой точки Бангкока. Алло? Здесь расположена лаунж-зона, можно присесть и вот так вот смотреть вдаль. И вот, чтобы реально ощутить себя на этой огромной высоте, нужно подняться вот туда, вот именно там 314 метров и будет. Но, знаете, мне и вот тут, насколько, на 311,5 метров нормально ощущается, вид потрясающий. И такая умиротворяющая музыка. Все, что надо, чтобы почувствовать себя туристом, потому что на фоне всего этого еще и галдеж китайцев. Я вам говорила про изюминку этого небоскреба, и заключается она как раз вот в этом. Вы можете выйти на стекло, и это ужасно. О, боже мой, это очень страшно. Это очень страшно, я очень напугана. Я, конечно, попробую попозировать сейчас, как эти ребята. Но это жутко, это очень жутко. Я вам говорю. Можно найти момент, что здесь никого не будет, и вы ощутите весь этот ужас одиночества на высоте 314 метров. Вам будет очень страшно, так же, как мне. И я, пожалуй, быстрее доберусь до второго островка, здесь сяду, я панически этого боюсь. И, ребята, на этом я заканчиваю наше путешествие по Бангкоку. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца, пережили вместе со мной этот ужас, полюбовались Бангкоком, посмотрели его с разной стороны. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставайтесь на связи со мной. Всем пока! Ребят, я не знаю, как другим, но мне вообще не страшно. Я вот спокойно хожу.